Всем привет, с вами Светлана. Планируете свой отдых в Бургасе, но не знаете, что вас там ожидает? В этом видео мы разберем все за и против. Мы детально рассмотрим все аспекты, от стоимости жизни до жилья, до качества пляжей и развлечений. Вы узнаете все плюсы и минусы этого курорта. Ну что, вы готовы? Тогда давайте начнем. А теперь, внимание, розыгрыш. В этом видео я спрятала 5 таких пчелок. Напишите тайм-коды в комментариях, чтобы получить приз из Болгарии. Бургас. Кратко о главном. Факты и первый сюрприз. Бургас – второй по величине город на болгарском побережье после Варны, с населением чуть больше 200 тысяч человек. В отличие от древней Варны, его активное развитие началось лишь в 18 веке, и это чувствуется в архитектуре. Центр города до сих пор хранит очарование австрийского стиля рубежа 19-20 веков. Географически он расположен уникально. На берегу огромного залива в окружении сразу 3 озер – Бургасского, Атанасовского и Мандринского. А прямо в заливе притаился вулканический остров Святой Анастасии. Но главный сюрприз этого года – город кажется непривычно пустым для пика сезона. Туристов так мало, что их легко отличить в толпе местных. С чем это связано – загадка. Зато амбиций городу не занимать. Когда лучше ехать? Сезон, погода и нюансы моря. Климат здесь влажный, субтропический. Самый жаркий месяц – июль. А вот вода в море, как правило, достигает своего пика в августе. Но в этом году погода преподнесла сюрприз. Похолодало настолько, что температура воздуха оказалась ниже температуры воды. Сейчас мы с вами узнаем, какая температура воды в Бургасе сегодня. Традиционно замер воды превратился в настоящий квест. Смотрите сами, как только я достаю термометр из воды, его показания тут же падают из-за холодного воздуха. Пришлось снимать прямо под водой. И тут нас ждала вторая проблема. Вода настолько мутная, что показания еле видны. Но вот, кажется, рассмотрела. 27,9 градусов. Подводный мир Бургаса. Есть ли жить под волнами? И на этом фоне я отвечу на ваш частый вопрос. Что со снорклингом в Бургасе? Ответ простой. Его здесь нет. Дна не видно, маску можно смело оставлять дома. Бургас – это точно не про пляжный отдых в стиле баунти. Как добраться в Бургас? Самолет, автобус, поезд, своя машина. Добраться до Бургаса проще простого. Это его огромный плюс. К вашим услугам международный аэропорт с большим количеством рейсов, автовокзал и железнодорожный вокзал, связывающий город со всей Болгарией и соседними странами. Внутри города курсируют автобусы и троллейбусы. Разовая поездка, если покупать билет в автобусе, стоит лев 50. Но есть лайфхак – электронный билет на 45 минут с возможностью пересадок обойдется в лев 30. На остановках есть табло с информацией о прибывающих автобусах. Такси тоже на месте. Есть и официальные фирмы с заказом по телефону и современные приложения для смартфонов. Ну и, конечно, точка проката машин, велосипедов и электросамокатов. Если вы приехали на своей машине, готовьтесь к главному квесту любого большого города – парковки. Жилье в Бургасе, отели против апартаментов, цены. Выбор жилья в Бургасе скромнее, чем в Варне, но найти вариант на свой кошелек можно. В самый разгар сезона цены стартуют от 31 евро за номер на двоих. Нам даже удалось найти предложение за 26 евро, но с невозвратным тарифом. Хотите первую линию? Готовьте от 47 евро за ночь в отеле. Апартаменты можно найти в среднем от 38 евро. И важный нюанс, о котором часто спорят в комментариях. Системы «Все включено» в самом Бургасе практически нет. На букинге мы не нашли ни одного такого отеля в черте города. Так что вопрос питания становится ключевым. Инфраструктура и сервис. Городская среда. Что с городской средой? Архитектурно Бургас – это город контрастов. Советские панельки здесь соседствуют с современными зданиями, но, будем честны, панелек пока на порядок больше. Зато рельеф идеальный, город почти ровный, за исключением ступенек, ведущих из парка к морю и обратно. Теперь о парковках. Город поделен на зоны. В зеленой зоне парковка платна, 1 лев за 30 минут, 2 лева за час. Удивительно, но в этом году даже в пик сезона есть свободные места, а 95% машин с местными номерами. Оплатить можно монетами через паркомат. Не забудьте положить квитанцию под лобовое стекло или по СМС на номер 1357. Эвакуатор работает исправно, так что не рискуйте. Приятный бонус – есть выделенные места для зарядки электрокаров. Питание в Бургасе от ресторанов до супермаркетов. Цены. Итак, где же поесть в Бургасе?
Вариантов по сути 4. Первый самый дорогой – рестораны. Вот для примера цены в одном из заведений на променаде. Греческий салат 15,90 лев, жареная цаца 13,90, а свиные ребрышки почти 34 лева. Впрочем, можно найти места и подешевле. Главный совет – ищите заведения, которые работают круглый год. Там питаются местные, а значит цены ниже, а качество выше. Вариант второй – бюджетный, готовить самим. Сетевые супермаркеты Билла, Lidl, Kaufland к вашим услугам, а по городу разбросано множество овощных и фруктовых лавок. Установите приложение магазинов, пользуйтесь скидочными картами, и стоимость питания будет не сильно отличаться от домашних трат. Третий – компромиссный. Горячая витрина. Это отделы с готовой едой в супермаркетах, например, в Билла. Экономите и время, и деньги. И четвертый – современный. Доставка. В Бургасе работают популярные сервисы доставки как готовая еда из ресторанов, так и продуктов из интернет-магазинов. Не всегда дешево, но максимально удобно. А для перекусов на ходу есть фастфуд на променаде и пешеходке, и фреш-бары. Вареная кукуруза 2,50, сладкий блин 10 левов, эспрессо или турецкий кофе 3 лева. Битва пляжей – наш вердикт. Теперь к самому главному для любого морского курорта – пляжи. В Бургасе их по сути два основных – центральный и примыкающий к нему северный. Оба протяженные около 2 километров каждый. Что здесь хорошо? Есть деревянные дорожки для удобного подхода к морю, посты спасателей, раздевалки и душевые. Правда, вода в душе ледяная, прямо из водопровода. Сейчас мы с вами узнаем, работает ли на этом пляже душ. Ой, работает. Заход в море не пологий, но и не резкий. За маленькими детьми нужен глаз да глаз. Но, если честно, в этом году пляжи Бургаса произвели удручающее впечатление. И вот почему. Во-первых, песок. Он здесь специфического темно-серого цвета и довольно крупный. Это на любителя. Во-вторых, чистота. Прямо у кромки воды куча старых водорослей. Да, мы видели, что их собирают, но собранный мусор просто складывают в черные мешки, которые так и лежат на пляже, портя весь вид и сводя на нет всю работу. Какая уж тут идиллия. Цены на платных зонах при этом вполне себе курортные. Зонтик или шезлонг по отдельности. Лев 20. А вот интересный комплект. За 9,90 левов включает зонт, 2 шезлонга, 2 матраса и столик. Имейте в виду, вход с животными запрещен. А на некоторые участки нельзя приносить свою еду и напитки. Явный намек на то, что вы должны тратить деньги в местных барах. Ни один из пляжей Бургаса не удостоен голубого флага, а после увиденного мы понимаем почему. Развлечения и досуг, что посмотреть в Бургасе и рядом. А вот здесь Бургас начинает раскрываться с совершенно другой стороны. И главное его сокровище – это морской сад. Он огромный, хотя и уступает по размерам парку в Варне, но он ухожен. Повсюду лавочки, велосипедные дорожки и даже урны для отходов за домашними питомцами. Здесь есть фонтаны, памятники и интересные решения вроде декоративного бассейна. В тени деревьев можно просто лечь на траву и отдохнуть. Для детей множество аттракционов и небольшой бассейн, открытый в 2010 году. Хотите прокатиться верхом? С 10 утра до 10 вечера по парку курсируют экскурсионные паровозики по 3 маршрутам. Цен мы, к сожалению, нигде не нашли, что странно. Зато есть вот такой забавный дорожный знак. А теперь о призе. Победитель нашего конкурса получит пакет погружения в Болгарию, персональный видео-привет в следующем видео и набор болгарских специй, которые я отправлю лично. А если хотите сами крутить педали, аренда 4-колесного велосипеда обойдется в 15 левов за 20 минут. Если спорт это ваше, то на пляже есть платные площадки. Пляжный теннис 25 левов в час, волейбол 30 левов. А в районе северного пляжа, где ветер дует сильнее из-за близости озера, собираются кайтсерферы. Там же есть морской клуб, где можно взять оборудование на прокат. Церковь святых Кирилла и Мефодия – символ города в самом его сердце. Причал или мост, визитная карточка Бургаса, идеальное место для прогулок и фото. На конце есть смотровая площадка с подзорной трубой, которая активируется монеткой. Маяк Бургаса, старейший в Болгарии. Остров Святой Анастасии, место с историей, уходящей в 4-6 века. И для любителей техники музей авиации рядом с аэропортом, где можно посидеть в кабине пилота. Безопасность в Бургасе, мифы и реальность. На первый взгляд, с безопасностью в Бургасе все в порядке. В парке мы видели патрульную машину полиции, а на столбах по всему городу установлены камеры видеонаблюдения. Но есть одно место, где стоит
быть предельно осторожным. Это променад. Асфальтовая дорожка между парком и пляжем. По нему на огромной скорости проносятся велосипедисты и скутеристы, а рядом бегают маленькие дети. Полностью расслабиться здесь, к сожалению, не получится. Будьте внимательны, как на проезжей части. Курорт за последние годы как изменился Бургас. Бургас меняется, и это видно. Город явно стремится избавиться от имиджа исключительно промышленного центра. Появляется новая инфраструктура, выделены места для зарядки электрокаров, амбициозные заявки на статус культурной столицы. Но при этом в пик сезона мы видим пустующие парковки и немногочисленных туристов. Это парадокс. Город вроде как стал лучше, но турист, кажется, пока не спешит сюда возвращаться массово. Цены на отдых, полный бюджет на неделю. А теперь самая важная часть нашего расследования. Давайте посчитаем, во сколько на самом деле обойдется неделя отдыха в Бургасе для двоих. Мы разложили все по полочкам, чтобы у вас был полный расклад. Все расчеты на 7 ночей без учета стоимости дороги до Болгарии. Вариант первый. Супер эконом. Наша цель отдохнуть максимально бюджетно. Жилье. Снимаем апартаменты, где можно готовить. В среднем это 40 евро за ночь, то есть 280 евро за неделю. Питание. Закупаемся в супермаркетах типа Lidl, Kaufland и готовим сами. Закладываем около 25-30 евро в день на двоих. Это еще около 200 евро за неделю. Развлечения. Пользуемся бесплатными зонами на пляже. Гуляем по парку и центру. На мелкие расходы вроде мороженого или кофе заложим еще 50 евро. Итог от 530 евро на двоих за неделю. Вариант второй. Комфорт. Отдыхаем без жесткой экономии, но и без излишеств. Жилье. Берем хороший отель, но не на первой линии. Это 60-70 евро за ночь. Итого около 450 евро за неделю. Питание. Завтракаем в отеле, а обедаем и ужинаем в городских кафе и недорогих ресторанах. В день на еду будет уходить 40-50 евро. Это еще около 350 евро. Развлечения. Позволяем себе аренду шезлонгов и зонтика на пляже. Это около 10 левов или 5 евро в день. Пару раз берем такси и можем съездить на экскурсию. Заложим на все это около 150 евро. Итог. Примерно 950 евро на двоих за неделю. Вариант третий. Люкс. Отдыхаем на полную катушку. Жилье. Выбираем отличный отель на первой линии или статусные апартаменты. Это от 100-120 евро за ночь, то есть около 840 евро за неделю. Питание. Ужинаем в лучших ресторанах, пробуем дорогие блюда, заказываем коктейли в пляжных барах. На еду и напитки смело закладываем от 100 евро в день. Это еще 700 евро. Развлечения. Не отказываем себе ни в чем. Ежедневный комфорт на пляже, водные виды спорта, шопинг, индивидуальные экскурсии. На эту статью расходов уйдет еще минимум 300-400 евро. Итог от 1800 евро и выше. Предела здесь, как вы понимаете, нет. Как видите, Бургас может быть разным, от вполне бюджетного до весьма дорогого. Главные плюсы Бургаса. Первое. Идеальная транспортная доступность, аэропорт, вокзалы, 5G интернет. Это полноценный современный хаб. Второе. Великолепный морской сад в сочетании с морем. Это действительно сильная сторона города. Третье. Город абсолютно ровный, никаких холмов, идеально для прогулок с колясками для пожилых людей и велосипедистов. Четвертое. Большой выбор развлечений и культурных событий, от музеев до фестивалей. Пятое. Приемлемые цены на жилье и такси, если сравнивать с Западной Европой. Основные минусы Бургаса. К чему быть готовым? Главный и самый жирный минус – это экология. Близость нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» – фактор, который нельзя игнорировать. Официальные источники уверяют, что все в норме, но сомнения у многих остаются. Второй – состояние пляжей и моря. Грязная вода, специфический серый песок и мусор – это реальность этого года. Как нам показалось, ситуация стала хуже. И отсюда вытекает главный вопрос. Если вы приехали ради моря, но вынуждены ездить на пляже в Поморье или Созополь, то какой смысл останавливаться в самом Бургасе? Бургас против других курортов. Битва за туриста. Чтобы понять истинное место Бургаса на побережье, сравнение с одной лишь Варной недостаточно. Давайте устроим настоящую битву курортов и посмотрим, как Бургас выглядит на фоне трех совершенно разных конкурентов. Бургас против Варны. Битва титанов. Это два городских гиганта побережья. Как мы уже говорили, планировка у них схожа. Порт, огромный парк у моря, пешеходные улицы. Бургас выигрывает в ощущении новизны инфраструктуры. Город кажется более современным и свежим в деталях. Варна берет реванш за счет качества городских пляжей и более чистого моря, плюс ее исторический центр с римскими термами ощущается более монументальным. Вердикт. Это вечное дерби. Выбирайте Бургас за современную городскую среду, выбирайте Варну за лучшие пляжи в черте города и более богатую античную историю. Бургас против Созополя. Город-гигант против города-открытки. Здесь сталкиваются масштабы и атмосфера.
Атмосфера. В Созополе романтика, мощеные улочки старого города, богемный дух. В Бургасе энергия и ритм большого областного центра. Пляжи. Пляжи Созополя, такие как Харманиты или Каватиты, однозначно чище, живописнее и больше подходят для классического пляжного отдыха. Инфраструктура. Бургас побеждает нокаутом. Крупные торговые центры, парки, транспортный узел, аэропорт – всего этого в Созополе нет. Но он и не претендует. Вердикт. Езжайте в Созополь за романтикой, уютом и фотогеничными пляжами. Выбирайте Бургас, если вам нужен шопинг, разнообразие развлечений и ощущение большого города. Бургас против Солнечного берега. Реальный город против туристической Мекки. Это битва двух противоположных философий отдыха. Атмосфера. Бургас – это настоящий город, где живут, работают и отдыхают местные. Солнечный берег – это гигантский туристический комбинат, который оживает на полную только в сезон, и где все подчинено одной цели – развлечение туриста. Пляжи. У Солнечного берега знаменитая 8-километровая полоса золотистого песка с пологим заходом, что идеально для детей. Да, он бывает переполнен, но его масштаб и оснащенность впечатляют. Его пляжи имеют голубой флаг, в отличие от Бургаса. Развлечения. Солнечный берег – это эпицентр ночной жизни, аквапарков, казино и сотен баров. Бургас предлагает более спокойные и культурные развлечения – театры, оперы, галереи. Вердикт. Если ваша цель – круглосуточные вечеринки, огромный пляж и максимальная концентрация развлечений, ваш выбор – Солнечный берег. Если вы хотите жить в ритме настоящего болгарского города, имея море как дополнительную опцию, а не как главную цель, вам Бургас. Итог сравнений. Кто же победил? Бургас – это уникальный игрок. Он не может предложить ни романтики Созополя, ни безудержного веселья Солнечного берега, ни качества пляжа Варны. Его сила в универсальности. Это мощный городской хаб, который дает доступ ко всему южному побережью, предлагая при этом комфортную и современную среду для жизни. Для кого этот курорт? Вам сюда, если вы ищете базу для путешествий по южному побережью. Ну что, нашли всех пчелок? У вас есть 3 дня, чтобы оставить комментарий с тайм-кодами и выиграть наш приз. Итоги в закрепленном комментарии. Всем удачи! Цените городскую инфраструктуру, любите долгие прогулки по паркам, интересуетесь культурой и фестивалями. Вы активный, пляж для вас не главное, а важны спорт, велосипедные прогулки и городская жизнь. Нет, если ваша главная цель – классический пляжный отдых, отель, море, пляж с чистой водой и золотым песком. В этом случае Бургас вас, скорее всего, разочарует. Недвижимость в Бургасе. Мысли о покупке? Учитывая все плюсы городской среды, многие начинают задумываться о Бургасе не просто как о курорте, а как о месте для жизни или инвестиций. Но давайте от эмоций перейдем к голым цифрам. Рынок недвижимости здесь на подъеме. Только за последние 2 года средние цены на квартиры выросли на 25%. Это серьезный показатель. Если говорить о конкретных суммах, то сейчас дно рынка в пригородах Бургаса выглядит так. Однокомнатные квартиры, студии или с одной спальней стартуют от 45 тысяч евро, а двухкомнатные от 55 тысяч евро. Подчеркну, это самый минимум, за который вы получите, скорее всего, вариант без ремонта или в отдаленном районе. Все, что ближе к центру, морю или в новом фонде, будет стоить значительно дороже. Поэтому, рассматривая Бургас как свой будущий дом, помните, вы запрыгиваете на подножку уходящего ценового поезда. И прежде чем это сделать, я все же настоятельно советую приехать сюда на разведку не только летом, но и зимой. И очень честно ответить себе на вопрос: готовы ли вы смириться с экологической обстановкой и качеством моря у порога вашего уже совсем недешевого дома? Итоги. Бургас – наш вердикт и главные советы. Итак, вернемся к вопросу, с которого мы начали. Стоит ли ехать в Бургас в этом году? Наш вердикт – да, но с четким пониманием, зачем вы сюда едете. Если вы ищете живой город с отличной инфраструктурой, прекрасным парком и удобной точкой для изучения юга Болгарии, Бургас вас не разочарует. Но если вы мечтаете о безупречном пляжном отдыхе, прозрачном море и золотом песке, лучше рассмотреть другие варианты. Интересно, а были ли вы в Бургасе? Что вам понравилось или не понравилось? Пишите в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока. До новых встреч.